Здравия всем слушателям и подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков. И в этом видео мы с вами найдем легендарную Нибиру, которая существует, и раскроем тайну пятой планеты нашей Солнечной системы. Сейчас важная информация от Романа Карабанова, директора компании «Синтезтех». Это Роман, Синтезит. Я хотел бы с вами кое-чем поделиться. Мы давно заметили, что у нас множество отзывов людей, сообщивших об улучшении когнитивных способностей, таких как память, скорость мышления и внимание. Некоторые отзывы очень впечатлили нас. Следующая — ясность ума. Да? Такая вот концентрация такая усилилась. Как начал принимать синтезит, заметил, что эти 5-6 часов теперь вполне хватает для того, чтобы я нормально высыпался. У меня выросла концентрация внимания. Очень легко воспринимается информация, переваривается информация легко. Мне это очень понравилось, и голова ясная, я соображаю. Улучшение работоспособности, ясность ума. Еще в 2019 году мы проводили на мышах эксперимент по анализу их когнитивных способностей с помощью лабиринта. И получили тогда впечатляющий результат. У мышей на 30% снизилось время прохождения лабиринта по сравнению с контрольной группой. Это серьезная разница, с учетом того, что лабораторные мыши являются близнецами друг другу и не подвержены эффекту плацебо. Это впечатляющие данные, и в связи с этим мы готовим нечто очень интересное уже с участием людей. И вы в ближайшее время об этом узнаете. А пока можете проверить себя с помощью простого теста, он будет в ссылке под видео. Принимайте синтезит, проверяйте свои когнитивные способности. Кстати, успейте воспользоваться скидкой 40% по промокоду ТЕСТ. Постоянно в прессе муссируются слухи о том, что в нашей системе есть какая-то планета X, она же Нубиру, она же в славянской традиции Дея, которая имеет сильно вытянутую орбиту. Поэтому в этом видео я покажу, что это действительно так, и предоставлю вам все факты, настолько невероятные для современного человека, что они окажутся правдой, так как окажется масса фактов, их подтверждающих. Дело в том, что впервые предположение о том, что между Марсом и Юпитером должна быть еще одна планета, но ее нет, были высказаны еще в XVI веке. Со временем был открыт так называемый закон Дицуаса-Боде, согласно которому расстояние между орбитами планет подчиняется закону геометрической прогрессии. Каждая следующая планета лежит примерно в 1,5 раза дальше от Солнца, чем предыдущая. Все бы было хорошо, но за орбитой Марса подобной планеты нет. Зато есть пояс астероидов. Но пояс астероидов, расположенный между орбитой Марса и Юпитера, как я покажу чуть дальше, это всего лишь остатки первой Луны пятой планеты, Лютиции, она же Люцифер, что в переводе означает «утренняя звезда». А почему это пояс астероидов не остатки той пятой планеты? Потому что все найденные остатки этих астероидов составляют всего лишь масса их не больше 4% массы и объема нашей Луны, месяца, который мы сейчас видим. Вот вам для сравнения все, что осталось от всего лишь, а это осколки всего лишь одной Луны, то есть не планеты. Не могла быть планета такой маленькой. Но на этих осколках астероида есть много интересных вещей. Вот какой объект был обнаружен на астероиде Веста, который имеет диаметр всего-то 550 километров. Снимок сделал американский автоматический зонд «Рассвет» 12 декабря 2011 года. Ссылки на все материалы в описании. Снимки были выполнены в очень хорошем качестве, так что о каких-то помехах говорить не приходится. Перед нами, скорее всего, летающая тарелка, она же Вайтмана. Некоторые скажут, может это какое-то там образование, мало ли там нанесло непонятно чем. Но на этой же Весте есть еще один объект. Вот он, тоже сфотографирован. И на нем видно, что он фактически тоже искусственного происхождения, как самолетик, которые такие фигурки множество находят и в Африке, да и в доколумбовой Америке их множество таких
самолетиках. Вот он, обратите внимание. Совершенно правильные, неприродные формы. Но это еще не все. Если не брать даже славянские легенды напрямую, на которых мы остановимся чуть подробнее, чуть дальше, то согласно интерпретации того же Цитчина, который расшифровал древнешумерские, аккадские, вавилонские тексты, в нашей Солнечной системе, помимо 9 известных современной академической науки планет Луне и Солнцу, существует еще одна, 12-я планета, чье древнешумерское название было Нибиру, то есть планета пересечения. Эта планета обладает сильно вытянутой орбитой, и ее орбитальный период обращения вокруг Солнца составляет 3600 земных лет, или один шар, он же САР, ну, как бы, яйцеобразное движение, да, может быть и шар, почему нет. Вот эта табличка, одна из них. На ней мы видим, что планет Солнечной системы шумеры знали намного даже больше, чем мы. Тут их, походу, 12. Или как минимум столько же, сколько мы. В середине Солнца. Но рядом с этой системой, вот я синим выделил удаленную планету, как бы, еще одну. Кстати, сами расшифровки показывают, что срок жизни шумерской цивилизации на Земле в 450 тысяч лет. Но современная наука этому не верит и пытается эти 450 тысяч лет, описанные ими же расшифрованные, ну как-нибудь интерпретировать по-другому, что это может быть там циклы Луны или еще что-нибудь, чтобы резко уменьшить это количество лет. То есть, я это к чему веду? То есть, шумеры давно находятся на нашей Земле, и они обладали достаточно большим объемом информации. Этот объем информации они выражали в том числе и графически. Вот, например, что это за рисунок шумерский, как вы думаете? А это всего лишь, скажем так, известная нам Солнечная система на сегодня с дополнительными объектами. Почему? Потому что раньше всегда планеты любили изображать, в том числе и с помощью людей. То есть боги, вот они эти наши боги. То есть, как я вам говорил, происхождение слова бог – это го, небесное движение в одном прочтении и в обратном, оно же го. Опять же небесное движение, опять же кого? Опять же богов, то есть планет. Обратите внимание. Вот первый кто у нас? Меркурий. Пожалуйста, мужчина. После Меркурия кто должна идти? Венера. Вот она, Венера, перед нами женщина. После Венеры это идет Земля, но с Земли-то идет наблюдение, поэтому ее здесь нет. А что после Земли? Вот он, Марс маленький. Марс есть. А за Марсом интересная вообще такая граффити. Показана или очень вытянутая орбита, или пояс астероидов. Но, скорее всего, показана очень вытянутая орбита пятой планеты. Почему? Потому что астероиды, как вы видели, очень маленькие, а перед нами гигантский, ну, по крайней мере, для картинки, гигантский объект в виде кувшина, или, скажем так, удаляющейся планеты с определенным шлейфом, хвостом, может, из остатков атмосферы, как хотите это пока понимаете, но очень обращает этот кувшин внимание. То есть не похоже это просто на пояс астероидов, похоже это на вытянутую орбиту очень сильно. И планету, которая от нас уходит. Потому что за ней должен быть Юпитер. Вот он, пожалуйста, Юпитер. После Юпитера что идет? Сатурн. Какой его главный отличительный признак? Огромное кольцо. Вот оно, пожалуйста, огромное кольцо. За Юпитером идет Уран. У Урана очень сильный наклон. Вот он сидит как бы на стулке. Вот это наклон самой планеты Уран, пожалуйста. Все существует. Ну а за Ураном идет Нептун. Нептуне, пожалуйста, Нептуне тоже какой-то определенный шлейф, о котором мы-то узнали всего-то сотню-другую лет назад, ну, по крайней мере, официально, как говорится. Но плюс еще более фантастическое. Солнце с его 8 праздниками показано на этой картинке. И 2 луны. Месяц, который мы знаем сейчас, видим. И Леля, первая луна. И эта картинка очень хорошо показывает, что вот это вот изображение, это Луна, а не Солнце. Солнце выделено 8 праздниками. То есть в небольшом картинке масса информации. Но это если брать только древнешумерские записи. Если взять еще и славянские, то славянские записи говорят, что
как мы чуть подробнее остановимся, что все эти события происходили в 151 тысячу лет до нашей эры примерно и 140 тысяч лет до нашей эры. Или до Рождества Христова, как вам как больше хотите, так и называйте. То есть в этот промежуток у Земли было действительно всего 2 Луны. А уже после окончания 140 тысяч лет появилась 3-я Луна. То есть эта картинка могла быть создана в период 151 тысячу лет до нашей эры и 141 тысячу до нашей эры. Иначе после этого на небосводе Земли вот здесь вот появилась 3-я Луна в виде полумесяца. Почему я это говорю? Да потому что я уже показывал много раз. Обратите внимание, здесь 2 Луны. А вот вам звездный диск из Небры, на котором уже 3 Луны. И добавился полумесяц. Вот он справа. Казалось бы, скажете, ну может это вот это Солнце, а это, например, наша Луна не полностью. Нет, ничего подобного. Солнце, вот оно максимальное сбоку, максимальная точки приближения и удаления к Земли. И то же самое с обратной стороны. Плюс сам диск содержит 40 вот этих точечек, дырочек по концам. Это основа нашего славянского календаря. 40 или четверка, солнечные символы. Как я вам показывал предыдущую картинку, вот она Леля, 1-я Луна, а сверху месяц, потому что у Солнца еще должно быть 8 лучей. И оно бы тогда должно быть где-то вот здесь, в центре, а не смещено. То есть это Луна месяц, это Луна Леля, а это уже Фата, то есть добавилась 3-я Луна. И произошло это каких-то 141 тысячу лет примерно до нашей эры. Ну или до Рождества Христова, кому как удобно. То есть картинка изменилась на небосводе Земли. И это не один такой диск, вот второй диск из Англии. То был из Германии, так называемая современная, это из Англии. Опять же, мы видим здесь основной ход Солнца, Луна Фата в виде полумесяца, Луна Леля и Луна наша, которую мы видим сегодня. Плюс Большая Медведица и Полярная Звезда. То есть все основные символы астрономические присутствуют. Давай теперь обратимся напрямую к славянским легендам, потому что я все свои исследования делаю, например, по славянскому календарю, потому что здесь информация очень серьезная заложена, и, как говорится, не заметить ее невозможно. А что же здесь пишут? А пишут здесь, что 151 336 лет до нашей эры или Рождества Христова, кому как удобно, произошла глобальная война. Глобальная война именно галактических масштабов называется Аса-Деев. Почему Аса это и есть глобальная война? Деи, потому что это была 5-я планета, и в ее районе шли самые основные боевые действия. А 140 тысяч лет, 990 до нашей эры, опять же до Рождества Христова, кому как интересно, у нас на орбите Земли появилась 3-я Луна. То есть начался период 3 лун. Ну, информация очень серьезная. То есть все это остатки этих событий должны остаться, потому что они глобальные были. Давайте почитаем же, какие до нас дошли сведения. Дело в том, что Аса-Дей, как я уже сказал, очень знаменательное событие не только в истории нашей славяно-ария, но и вообще всей галактики нашей. Потому что Аса это битва богов. Война богов происходит не только в мире Яви, но и в многомерных мирах, славе и праве, где обитают высшие духи и боги. В той войне, которая произошла примерно 153 тысячи лет назад, участвовали люди, боги, леги, орлеги, ангелы. То есть война была серьезная. Она происходит примерно каждые 40 тысяч лет, как мы дальше увидим. В мире людей против славяно-ариев были серые или кощеи. На стороне зла также воевали те, у кого цвет кожи называется черным. Или цвет кожи цвета мрака. Вот что несут веды описания об этих событиях. Стоит знать, что Дея, она же Фаэтон, из-за того, что Фата там была рядом, которая сейчас представляет пояс астероида, была первой планетой, которую заселили. То есть белые люди заселили первой Дею. Она еще называлась Земля Сварога. И она находилась между орбитой Арея Марса и Землей Перуна, Юпитера.
После этого заселения потом произошло заселение Арея, он же Марс. И лишь только после этого люди появились и на Мидгард-Земле, то есть на той Земле, в которой мы сейчас живем. Потомкам рода небесного приходилось вести ожесточенные войны против сил мира тьмы. Кстати, тьма здесь просто 10 тысяч. То есть это союз планет, 10 тысяч планет соседней галактики Андромеды, которые идут по техногенному пути развития. Ну, для понимания. Однако те смогли проникнуть на Дею, эти силы тьмы, и обрушили на нее Луну Летицию. Она же Летиция, Люцифер, которая уничтожила Землю Сварога. Но это согласно одному из переводов. Я почему это привожу? Потому что это чуть другое, чем я сказал выше. Вы поймете почему. Согласно другим источникам, Дея была уничтожена Фаш разрушителем. Но это примерно какое-то сверхоружие, скажем так, по-современному. Но, как вы видите, нет однозначного понимания после переводов, что же там произошло. Но однозначно утверждается только то, что вторая луна Фаты этой Земли, она была перемещена на орбиту нашей Земли, Мидгард-Земли, так называемый. Мощный взрыв, который произошел после уничтожения Деи и ее Луны, снес всю атмосферу с Арея, он же Марс сегодняшний. И жившие там люди вынуждены были покинуть эту планету. Часть из них как раз и переселилась на нашу Землю. Впоследствии их стали называть дети Арея, они же арийцы. Люди с кожей цвета мрака, которые воевали на стороне сил зла, оказались на своих летательных аппаратах одни в космосе. У них больше не было Луны Летиции, на которой они жили до этого. Оказавшись в бедственном положении, они попросили пощады у потомков расы Великов, наших предков. И те согласились принять их на Мидгард-Земле. И выделили им земли, которые были схожи с их климатом. Дело в том, что я вам читаю пока одни из интерпретаций Вед, то есть несколько переводов. Потому что событие очень серьезное, и даже переводчики путаются, что же конкретно произошло. А мы же сейчас все разберемся, разложим по полочкам и покажем, что произошло. Вот еще один перевод, еще одного источника Вед. В те времена, более 150 тысяч лет назад, шла война в чертоге Свати, Великая Асса. Коснулась она из земель нашей системы Ягрил и Солнца. Они разразились между небесными родами, освоившие эти земли, и силами пекельного мира, тьмы. Грандиозная битва завязалась за обладание землей планетой Деей. Дея на тот период имела две луны, Летицию и Фату, она же Люцифер. Фата была более крупным спутником Деи, на ее поверхности располагались силы, предназначенные для отражения внешнего нападения. Не только на землю Деи, но также на землю Арея и Мидгард-Землю. Однако силам миров тьмы и пекла удалось захватить Луну Летицию, как плацдарм для нанесения удара по земле Деи. Жители Деи обратились за помощью к высшим богам, и те пришли на их зов. Высшие боги переместили землю Деи вместе с жителями через иномирье в другую солнечную систему, а Луну Фату к Мидгард-Земле. После этого по Летиции был нанесен мощнейший удар, произошел гигантский взрыв, в результате которого была разрушена Луна Летиция. Из множества осколков Луны со временем образовался пояс астероидов. Взрыв Летиции был настолько мощным, что его поток сдул часть атмосферы Земли Арея и с нескольких лун Земли Перуна, которые находились со стороны Деи. В результате жизнь на поверхности Земли Арея в экваториальных районах стала почти невозможна. Часть жителей Арея переселилась на Мидгард-Землю, а оставшаяся часть жителей осталась, спустившись в подземные города, специально созданные на случай нападения. Я зачем вам это все читаю, разные источники? Для того, чтобы показать, что даже в Ведах существует множество интерпретаций. И нам нужно разобраться, чтобы понять, что произошло. Для человека современно это вообще, как говорится, фантастика круче любой сказки, потому что современный человек вообще об этом ничего не знает. Но что из этого можно сразу выделить? Что Луна Летиция была уничтожена, и вот этот пояс астероидов, это именно астероиды от первой Луны Летиции. Луна Фата в итоге оказалась на орбите нашей Земли,
А с самой Землей Деей, она же Земля Сварога, 5-я планета наша, произошло что-то, что изменило ее положение, и она куда-то ушла со своей орбиты. В иномирье, в другую Солнечную систему, еще что-то там. Это сейчас мы увидим, что же произошло на самом деле. Изучение столь серьезной информации показало, что 5-я планета присутствует у тех же майя в календаре. Вот она называется Мальдек. Опять же, между Марсом и Юпитером. Плюс моя личная расшифровка шигирского идола показывает, что один из ликов этого идола, в котором 21 зарубка, если его разделить на легендарный цикл Деи, опять же из легенд, получается ровно 4 цикла. И этот неизвестный лик вместе с теми зарубками, что возле него, представляет собой не что иное, как 100% совпадение с циклом Деи, 5-й планеты пропавшей. Плюс тот же самый цикл в 21 лето, но опять же на 5-м месте, обратите внимание, 1, 2, 3, 4, 5, обнаружен был мной на золотой шапке модели Солнечной системы из Германии возрастом всего-то 3500 лет. И 5-й ярус, а это ж мы говорим про 5-ю планету, был опять 21. 21 на 5, 25, ровно 4 цикла. Полное совпадение. То есть то же самое происходит и на Ачинском жезле календаре возрастом 27 тысяч лет, где можно высчитать цикл Деи. Да, он тут немножечко смазан, но факт в том, что это действительно он совпадает. То есть там расхождения совершенно незначительные. Я вот считал, показывал вам, что оно примерно друг за другом тянется. То есть это четко высчитанный цикл Деи. Присутствует на Ачинском жезле, хоть на Малтынской пластине, календарике возрастом 18 тысяч лет. Опять же, высчитывание этого цикла дает там расхождение там, или 0,02, или же говорю, или вообще там 0,05 тысячных расхождения в цикл. Я показывал много раз эти свои расшифровки этих моделей солнечных систем, которые доказывают, что планета-то была, и цикл ее остался. И он использовался для построения всей модели. Ну и то же самое показано, что эта планета присутствует. И вот еще на одной золотой шапке из Берлина, тоже там возрастом 3000 лет. Опять мы видим ярусы со 2 по 4. Здесь она маленькая, немножко ужатая, хитрая схема применена. Но опять же мы видим те же самые циклы. Опять относящиеся к той же самой Деи. С расхождением здесь там 48 десятитысячных расхождения. Ну вы в такое верите? Я нет, я верю математике, астрономии, легендам. Я вижу перед собой орбиту этой планеты. Причем легендарной. То же самое мы видим, ее можно вычистить. Опять же, интересно, она получается легко высчитывается из Луны Лели, кстати. Вот там я добавлял Луну Лели в расчеты. И здесь Луна Лели на том же Мезенском браслете, вот 42 разделить на 5, 25, ровно 8 циклов. Опять же, 100% совпадение. Я в такие совпадения не верю. Я верю в математику, астрономию, что есть планета. Есть ее цикл, легендарный. И раз оно дошло до наших времен, так, 20 тысяч лет назад, во времена, когда культура была распространена повсеместно, нет никаких претензий к тому, что они знали и использовали для моделирования Солнечной системы на браслетах. То же самое, такие же циклы в 42 сохранены и на Берлинской шапке, которой 3000 лет, тоже опять же 42 эта зона, опять же делится она ровно 8 циклов Дей. То есть прекрасно все вписывается. Дея присутствует. Но есть одно но. Согласно славянским легендам, между войной, в которой пострадала Дея и ее спутники, и появлением на орбите Земли третьей Луны прошло, вот я посчитал, 10 346 лет. Не 10 лет и не 10 дней, а 10 346 лет. Вопрос, а где все это время была эта Фата? Вот я примерно этот срок разделил на 3. Делил я это потому, что, согласно всем легендам, перемещение орбиты Нибиру примерно 3600 лет. Ну вот я и поделил на 3, посмотреть, что будет. Разделил на 3. Ну, потому что если Фату переместили на орбиту нашей Земли,
Значит, она должна быть максимально близко где-то находиться. Иначе почему ее не переместили раньше? Что 10 тысяч лет мешало это сделать, например? Вот я посчитал, разделил, и получилось примерно 3449 лет. А по недавним легендам это 3600 лет. Я вычел 3449 минус 3600. Получилось всего-то 151 лето разницы. Что для таких легендарных событий это вообще ничего. Плюс это легко, кстати, объясняется. Если, например, орбита этой Деи вместе с Луной Фатой проходила рядом где-то с Землей, и эту Фату смогли, как говорится, зацепить и переместить на орбиту Земли, то сама Нибиру, она же Дея, она же Земля Сварога, стала легче. Легче, значит, скорость ее должна увеличиться. Вот она и увеличилась на 4,2%. Да, там года, конечно, пляшут, там 5 лет туда, может 10 лет туда, но это мелочи. Факт в том, что Луна составляла массу от самой Деи 4,2%. Я считаю, они двигались совместно. Потом Луну Фату забрали на орбиту нашей Земли, когда она максимально рядом проходила. Почему и ждали эти 10 тысяч лет, как говорится, чтобы максимально комфортно и быстро это сделать с минимальными затратами. И после того, как Луна Фата попала на орбиту Земли, а на ней была возможна жизнь, почему ее забирали на орбиту Земли, то Дея чуть ускорилась, ее действительно срок обращения стал 3600 лет. И получается, что планета пересечения, она же Нибиру, имеет срок обращения теперь 3600 лет. Но тогда, а когда же мы встречались с той же самой Нибиру? Давайте посмотрим. Ведь тогда возможно посчитать. С тех пор прошло 39 полных циклов по 3600 лет. Вот, я посчитал, когда же мы с ней встречались. И плюс еще 2608 лет дополнительно. То есть до новой встречи осталось 3600 минус 2608. То есть 992 лета. Если мы это знаем, мы можем точно посчитать, когда мы с ней встречались в прошлом. Получается, что мы с ней встречались в прошлом примерно в 600 лето до нашей эры. И примерно в лето 4200 до нашей эры. И 7800 до нашей эры. То есть интересные получаются даты. Нужно проверять, что в это время происходило на самой Земле. И учитывать тоже этот огромный объект. Мало ли какие там чудеса к нам из него прибывали или собираются вновь прибыть. Мы-то полностью не знаем, что там сейчас происходит. Плюс вы скажете, ну это ты вообще загнул. А есть ли свидетельство пока того, что Фата появилась на орбите Земли? Конечно, есть. То есть мы не только имеем возможность проследить путь Деи, то, что она была и где-то сейчас путешествует в нашей Солнечной системе, но и то, что Фата появилась на Земле. То есть появилась третья Луна. А не заметить такое, просто невозможно. Поэтому, что произошло? Появилась третья Луна. Она была помещена между Месяцем и Лелей. Получилось, что Леля была период обращения 7 суток, Фата стала дополнительно период обращения 13 суток, а Месяц 29,5, 30 суток. Из-за того, что Фата по своим размерам была не намного меньше Месяца и обладала большей скоростью вращения вокруг нашей Земли, под воздействием сил притяжения Фаты и Мидгард Земли, Луна Леля приобрела яйцеобразную форму, то есть изменилась даже форма нашей первой Луны. Но так как вокруг Земли стали вращаться 3 Луны, на ней начали меняться климат, вместе с этим начали появляться новые виды растительности и животных. Температура воздуха в экваториальных районах стала выше на несколько градусов, что дало возможность силам миров света переселить из погибающих земель пограничья, где происходила Великая Аса, оставшихся в живых жителей.
Но это я вам продолжаю читать легенды, потому что это ж уже легенды, относящиеся прямо к самой Земле. Вокруг этих земель пограничья тоже вращалось по 3 луны. И люди эти были краснокожие, тех, которых переселили из погибающих миров, которые погрязли в войнах, отражении агрессии. Так как их земли вращались вокруг красных солнц, спектр излучения красных солнц определил цвет их кожи на генетическом уровне. Всех переселенцев разместили на экваториальных территориях Мидгард-Земли. Также после гибели своих многочисленных сил, которые были сконцентрированы на Летиции и приведены не в пригодность для жизни большей части поверхности Земли Арея, силы миров тьмы и пекла в итоге задумали захватить Мидгард-Землю. Это те события, которые произойдут еще через 40 тысяч лет, которые я уже неоднократно показывал, как уже погибла следующая Луна. И поэтому нам и нужно понимать, что же происходило до этого, чтобы понять, зачем же происходили разрушения нашей же Луны, опять же первой Луны Земли, что с ней произошло и почему ее разрушили. Насколько была большая опасность. То же самое, то, что 140-150 тысяч лет назад произошел пик температуры на Земле, непонятно почему, показывают те же графики от науки. 150-140 тысяч лет назад происходит пик температуры в центре восточноевропейской равнины, что подтверждает эти данные. Потом следующее падение, это уже катастрофа с Лелей. И следующее падение уже с Фатой. Но об этом у меня есть статьи, ссылки в описании на катастрофу Лели Фаты, Дарии, Атлантиды. Все это найдено, показано и подтверждено. Но мы продолжим. Дело в том, что, опять же, до моих исследований это все оставалось легендами, пока я не определил, что вот те же самые календари майя, это не что иное, как календарь Фаты. Здесь основной цикл 13 дней, повторенный 20 раз. Вот и все. 13 на 20 это 260. Основной цикл Фаты. Вот он в более развернутом виде. Где 20 на 13. Основной цикл Фаты, который завязан и на другие земли Солнечной системы. То же самое Мезенский браслет, еще один, где показаны основные циклы Фаты. Он же Ачинский жезл, непонятая зона наукой. А это 273, это всего лишь основной цикл Фаты, более точный, скажем так. И он специально так сделан для того, чтобы вписать Фату в модель Солнечной системы. То есть все подходит, да, все работает, все кратно 13 и вообще совпадение 100%. А эти точки нужны были как раз для синхронизации священных лет по той же Фате. Фата по годам на Малтынской пластине. Опять же, вот эта зона 14, полумесяц. Вот откуда этот символ полумесяца. Почему полумесяца? Обратите внимание, расчеты четко показывают, что это не дни, а годы. А год тогда стал 360-25. Вот мы перемножили 14 на 360-25. Получилось число. И я его сразу разделил на 13. Цикл Фаты. Просто посмотреть, а что будет. А оказалось, что расхождение 0,04 цикла. Если перевести в часы, то расхождение, примерно там 1 час за 14 лет. И чуть ниже я вам показал, что это не просто случайное совпадение. Если делить на 12, расхождение будет 29, уже десятых, а не сотых. А здесь 23, если делить на 15. На 14 делить нельзя, потому что мы 14 же берем за основу. То есть расхождение незначительное, полное совпадение по Фате, что говорит, почему появился полумесяц. Вот она Фата. Опять же, слева от нее Леля, а в центре сама Луна вместе с движением Солнца. Опять же, моя расшифровка шингирского идола показывает, что здесь аж целых 2 зоны с кратностью 26, а 26 на 13 это те же самых 2 цикла Фаты. Так что вот они выделены, показано, что это все относится к Фате. Хоть на тот момент ее уже не существует, но традиция продолжается, потому что тот же шингирский идол – это модель Солнечной системы. Убери, и она не будет уж так сильно работать.
Хотя, конечно, при желании можно и без нее обойтись, что в итоге и сделали. И на том же мезенском браслете, опять же, моя расшифровка показывает, что, пожалуйста, здесь есть та же фата. То есть просто тотальное присутствие второй уже Луны, которую притянули нам, которая попала нам с орбиты аж 5-й планеты, которая погибла у нас на Земле. Я покажу даже где. Опять же, вот эти шапки, которым возраст примерно 3000 лет. Здесь уже видно, что цикл фаты, скажем так, не в фаворе. То есть ее нету. Они пытаются обойтись уже без нее, но какие-то рудименты остались. Вот они, эти циклы, где очень похоже, что они пересекаются с циклом фаты. Но уже видно, что ее нету. Нет, они используют просто старые, скажем так, модели немножко реконструируют, чтобы они все работали, но уже без фаты, которой не существует. То же самое еще одна шапка. Все эти расшифровки. И будет ссылка в описании на плейлист по календарям. Здесь уже видно эти зоны. Они остались, но на них не делается уже упор. Где 13/20 это 260 дней. И здесь зона со второй фактически по 11 260. А зона, которая здесь имеется в виду четвертая, там цикл в 14 стоит. Опять же, это пересечение с циклами фаты, хоть ее уже нету. Ну, для того, чтобы модель Солнечной системы работала, вот мы видим рудименты. Хотя этим календарным системам уже по 3000 лет. Ну, вместе с Фатой погибла и Атлантида. Вот эти города Атлантиды так до сих пор и ждут своих первооткрывателей на дне Атлантического океана. Произошла эта катастрофа 11 008 лет до нашей эры или Рождества Христова. Ссылки на материалы в описании. Потому что я не просто нашел эти два легендарных города основных. Показал другие города, которые затоплены. Ну и показал места падения. Осколки Фаты были действительно гигантскими. Вот это вот место падения 793 на 452 километра. Как вы видите, оно неравномерное. Если есть воронка, то она искусственная, а здесь как бы она продолговатая. И вот эта трещина в тысячи километров, которая появилась, которая разорвала горную гряду самой Атлантиды, Атлантического океана, утопила ее в итоге. Ну, об этом я более подробно еще раз покажу, как это произошло. Потому что, я думаю, вопрос интересный. Разрыв примерно на 320 километров внизу и вверху на 350. И все это еще и утонуло в итоге. Плюс, есть очень интересное место, вот оно, вторая часть удара Фаты. Это уже в районе современного Китая, Чиная. Честно говоря, Мыльников думает, что здесь что-то вошло и вышло. Я думаю, что здесь никто никуда не выходил. И в этом месте нас ждет очень много чудесных открытий. Здесь лежит или вторая часть Фаты, ну или какой-то небесный объект подобного же размера. Мало ли, может это летающий город здесь лежит. Почему я сомневаюсь? Лично я сомневаюсь. Размеры, конечно, очень близкие. 940 километров на 380. Плюс какие-то допуски должны быть. Меня мучает сомнение, что здесь нет трещины. Понимаете? Объект большой. И, например, а трещины нет. То есть, если бы бахнуло там такое огромное, как говорится, кусочек фаты даже с небольшой высоты, здесь бы должна быть огромная трещина, по идее. А и она не особо-то просматривается. Ну, мало ли. Просто это самое перспективное место. Глубоко копать не надо, сразу видно, что там. Ну, там, может, какие-то сотни метров, не больше. Так что это еще новые открытия ждут тех, кто сюда пойдет. А может и миллиардов, миллионов долларов. Почему? Потому что, ну, если это сердцевина Луны, то там полно тяжелых металлов. И вот то, что я вам показывал, вот, например, вот этот удар возле Америки, это ведь уже котлован. Здесь нет этих осколков, здесь все выработано в ноль. Здесь ничего нет, это глубокий котлован. Я более подробно покажу в других видео про Атлантиду. Но факт остается фактом. Этим и объясняется богатство американских индейцев. Они выработали всю вот эту Луну
по крайней мере, ее сердцевину. Забрали все тяжелые металлы, золото, поэтому, конечно, здесь металлов было вагон и тележка. Они все время вывозились в Европу потом, после грабежей. Если сделать бы анализ тех металлов, изделий тех же, мы бы узнали, а откуда само золото-то? Может, оно неземного происхождения. Вот же в чем. И серебро, и вообще другие тяжелые металлы. Так что здесь еще исследовать и исследовать. Но мы будем продолжать исследовать, найдем то, что не нашли другие. Но все эти находки позволяют нам восстановить еще большую систему. Почему я ее тронул? Систему самого Ярилы Солнца нашего. А именно, принципы строения наших 27 или 3-9 земель. Почему, опять же, я тронул? Обратите внимание, 3-й уровень. Планеты, пригодные для жилья именно нашей биологической человеческой жизни. Какой их основной характеристикой является? Наличие 2 лун. Если у Земли, Арея, Марса 2 луны до сих пор есть, как мы определили, Дея была, но сейчас она путешествует, скорее всего, по нашей Солнечной системе. Осколки Луны Лютиции находятся на самой Деи, на самой орбите Деи. А Фата, 2-я луна Деи, была перемещена к Мидгард-Земле. А у Мидгард-Земли должно быть 3 луны. Но если месяц мы видим, Фату я вам показал, то Лелю сейчас покажу. И то есть эта вся система опять же станет на место. То, что дошло до нас в легендах, получает подтверждение. И, пожалуйста, каждый может зайти на Северный полюс и посмотреть осколок от падения Луны Лели, которая утопила Дарью. И трещина в 2500 километров и даже больше от этого падения. Опять же, все совпадает, все соответствует легендам. Произошло это 109 806 лет до Рождества Христова или до нашей эры. А следы до сих пор существуют. И Даария существует, и помнят о ней. И даже со спутников ее видно остатки островов. Скорее всего, даже Новая Зеландия, Гренландия тоже участвовала в этих процессах. То есть это очень перспективное место, Северный полюс. Ну и форму Лели, вот она, Лель. Как я уже показывал, она не просто так взята. Я вам еще раз покажу. Вот эта расшифровка моих календарей. Зоны, не понятые наукой. Перед нами вот почему эта Лель выглядела так. Это движение Луны Лели за 11 лет. Перемножаем 11 на цикл 360-25, легендарный цикл. И видим, что потом, разделив его на 7 дней, мы получаем 566,1 цикла. Или полное совпадение. А вот это священное лето будет добираться вот этой вот отдельной точки. А по крайней мере на Шингирском идоле мы видим целую зону, выделенную под Лелю, где есть и 14, 7 по 7, и еще раз 14, 7 по 7, 28 дней, или 4 цикла Лели по 7 дней. Плюс Леля по годам, 3 плюс 4 плюс 4, 11 лет. При повторении 4 раза будет священное лето, 45-е. Оно там тоже, кстати, выделено, вот я зеленым подчеркнул, но как бы половинчатое, такое ощущение, что оно вступает в определенных циклах после прохождения на 4-й раз. То есть все это есть и на Шингирском идоле, все это есть вот в образах, как яйцеобразное движение за эти 45 лет, и Луна по типу самого яйца, и она же Леля. Лебеди, Лели, один и тот же образ нашего прошлого славянского. И эта же Леля по годам есть и на Ачинском жезле, вот они 45, со священным летом, которое все это нивелирует, расхождение в движение Лели. Эти же 7 дней цикла Лели есть и на Мезенском календаре, вот они 42 на 7, это ровно 6 циклов. И эти же 56 на 7, это ровно 8 циклов. То есть Леля здесь присутствует на всех календарных системах прошлого. Она основа моделирования всей нашей Солнечной системы. Поэтому, глядя на этот легендарный диск из Небры, вы тебе смело сможете сказать, что вот это внизу это Леля, справа это Фата, а в центре это не Солнце, а наша Луна, Месяц, только в полном объеме. А вот по бокам действительно движение самого Солнца. Поэтому эти же 3 Луны есть, это же 3-я Луна в 42 дня, тот же самый цикл есть и на календарях в 3000 лет давности, в золотых шапках, моделях Солнечной системы. Почему?
Потому что это основа всего моделирования. Поэтому ее и не убрали. И она есть. Она же есть. Кстати, вот уже шапка, которой тоже 3000 лет, но здесь ее уже фактически убрали, но остался рудимент 176 дней, где 175 дней был год прошлый у Лели. То есть это уже не в днях, а именно есть лунные годы, есть солнечные годы. Вот это лунный год Лели 175 дней. Ну, 176 это начало нового цикла, скажем так. Оно тоже, рудимент здесь осталось, хотя в этой шапке уже нет упора на Лели фактически. Ее нет здесь. Плюс, как я говорил, легенды показывали нам, что произошло переселение выживших людей. Если бы они переселились, они же где-то должны появиться в огромном количестве. Вот. Если они с Деи, а на Дее шла война, значит большинство мужчин погибло, остались женщины. Женская энергия это инь. А Дея совмещается с инь, получается инь-дея. Ну, в основном женщины, переселенные с Деи. Получается Индия изначально, или она находится в Сибири, согласно всем картам. Да, была еще Индия западная, это Америка. Ну и современный полуостров Индостан, куда тоже часть жителей Деи в итоге тоже заселялась. Вот вам подтверждение, что раньше та же Америка называлась Западная Индия. Потому что туда тоже часть наших славянских родов тоже заселилась. Вместе с другими переселенцами. Ну, еще одна генетическая карта, которая показывает, что если и переселенцы с Деи занимали эти территории, селились в Америку, то переселенцы с Арея, они же арийцы, селились в другую, скажем так, сторону. Это, конечно, нам нужны новые генетические исследования, которые бы больше дали данных. Но распространение ареалов обитания R1A, они же арийцы в обратном прочтении, даже современной науке известно. То есть ар существует и сегодня. И они действительно, вот это желтенький цвет на этой схеме, во множестве присутствует, во многих странах, даже вон в Исландии. И распространены практически по всему миру, ну, в основном больше на территориях, скажем так, азиатского континента, Асии, что в переводе означает асы Сырия, сыртыша. То есть присутствуют арийцы, выходцы с Марса, присутствуют. Эта гаплогруппа распространена в том числе и у жителей России. Вот те, кто ко мне обращаются, я там делаю им гороскоп, они удивляются, когда они узнают, что у них, как говорится, воинские задатки. Ну, жители Ареи, они есть воины, поэтому удивляться здесь нечего. Практически каждый второй это воин, ариец. Он несет в себе эту генетическую основу, хоть вы о ней можете знать, использовать или нет, но она все равно в вас есть. Поэтому нечего здесь удивляться, но нужно знать, что вообще славян-то больше родов, множество, и не только зацикливаться на арийцах, а показать, что все остальные это тоже славяне. Только с других родов, земель, планет. И нужно это изучать, вот и все. Плюс про загадки самого Марса мы вам поговорим в следующий раз, потому что и так информации было множество. Сам факт, что Марс показывает, подтверждает все эти данные. На нем практически отсутствует атмосфера, присутствуют следы каналов, воды, найдено множество рек, озер, бывших. Присутствуют геометрические формы в виде пирамид, которые наши предки строили по всем местам своего проживания, что говорит нам о том, что Марс тоже был задействован в этой катастрофе. Но об этом более подробно в следующем видео. А сейчас же я предлагаю подвести итоги. Мои итоги такие. События, описанные в Ведах за период 151 336 до Рождества Христова или нашей эры, и в лето от периода 3 лун или 140 990 лет до Рождества Христова нашей эры, имеют массу фактов, их подтверждающих как в космосе, так и на Земле. С большой вероятностью я могу утверждать, что после захвата первой луны Деи, Люцифера или Лютиции силы тьмы смогли начать захват самой Деи. Те, кто оборонял Дею, не имея возможности удержать планету от захвата, решили сорвать ее с орбиты.
дабы жизнь на ее поверхности стала невозможна, и силы тьмы не смогли с нее совершать дальнейшие захватнические действия всей Солнечной системы. Также в последний момент было принято решение по применению оружия для разрушения основной базы сил тьмы или первой луны Деи Люцифера. Но мощность оружия была столь велика, что его действие разрушило не только Луну, но и задело Марс, Арей, в прошлом у славян он назывался, уничтожив на нем и в его лунах всю атмосферу и сделав жизнь на его поверхности практически невозможной. Почему именно такая картина катастрофы предстает? Потому что, поймите правильно, если вы в состоянии удержать Дею, то есть основную планету, зачем вам наносить удар, который приведет к повреждению самого Марса, то есть той планеты, которая ваша? То есть создались такие условия, когда не было возможности ждать, чтобы применить оружие и уничтожить основную базу первой Луны Деи. То есть началось, скорее всего, захват с этой же первой Луны Люцифера, самой Деи. Тех, кто ее начал захватывать, их было такое огромное количество, что уже не было возможности им противостоять. И пока оружие находилось, опять же, скорее всего, это были пирамиды, пока была высокая возможность разрушить эту Летицию, чтобы не дать дальше захватчикам продолжать войну, была разрушена эта Летиция в самый последний момент, хоть и было применено избыточное количество энергии. Плюс из-за того, что множество захватчиков оказалось и на самой земле Деи, было принято решение сорвать ее с основной орбиты и перевести на другую орбиту, на которой была невозможна жизнь на Земле самой, этой Деи, на поверхности, для того, чтобы те же захватчики не потеряли возможность ее использовать как плацдарм для дальнейшего захвата оставшихся планет. Что привело с большей вероятностью к тому, что в нашей Солнечной системе имеется блуждающая планета с циклом в 3600 лет сейчас, оборота вокруг Солнца, ну или вокруг орбиты пятой планеты, скажем так, с заходом на орбиту пятой планеты. Ближайший проход ожидается через 990 лет. Почему Дея не пропала из нашей Солнечной системы? Но если бы она пропала, Солнечная система потеряла бы огромную массу и нарушилась бы в ней гармония. И мы бы это увидели не только на Земле, а вообще на всех планетах Солнечной системы. Пропала масса, изменились бы все вообще орбиты, вообще все. То есть изменились бы до неузнаваемости. И какая там гармония возникла, и когда, нам вообще неведомо. А пока раз гармония присутствует, то есть удалось вписать эту массу ее движения так, чтобы с одной стороны жизнь на той Земле, на поверхности была невозможна, а с другой стороны, как говорится, не потеряла массу наша Солнечная система и продолжала гармонично двигаться. Плюс после этого через 10 тысяч лет на орбите Земли появилась третья луна Фата. Скорее всего, она проходила максимально близко, вот тогда ее и забрали на нашу орбиту. Из-за чего та же Дея чуть-чуть ускорилась, и теперь ее оборот 3600 лет. Пояс астероидов – это остатки первой луны пятой планеты, Лютиции, она же Люцифер. В той же войне погибла и жизнь на поверхности Марса и его лунах. А население, которое выжило с Деи и Марса, было переселено на Землю. Из-за чего на Земле появились выходцы с Деи, в основном женщины. То есть иньская энергия, Индея, то есть поселенцы в Сибири или Индии изначальной. И выходцы с Арея, он же Марс по-современному, они же арийцы. Также на Землю были переселены краснокожие и желтокожие союзники в той войне. И люди с кожей цвета мрака. Они же часть побежденной стороны, пленные, в основном мужчины. Все они были размещены в экваториальных зонах из-за максимально схожего климата с их прошлыми землями. Конечно, я думаю, для многих вся эта информация покажется необыкновенной, новой
и огромное количество нужно еще информации, чтобы ее подтвердить. Но я думаю, все наши исследования в итоге и покажут, насколько это соответствует действительности. Все найдем и покажем. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.